Всем привет, друзья! Этим видео я продолжаю серию роликов о выращивании рассады томатов. Рассада имеет возраст 50 дней от посева. И можете видеть сейчас на своих экранах, как она выглядит на данный момент. Выращивание проводим в рассадных стаканах объемом 250-280 миллилитров. Это рассадный рукав. Такие стаканчики мы всегда используем. Ну, часто. Вот такие стаканчики тоже используем для некоторых. Мы проводили фосфорно-калийные подкормки. Несколько я показывал в своих видео, как это правильно делать. Смотрите на данный момент, как выглядит листостеблевой аппарат. Темный цвет листа, темно-зеленый, и уже начали появляться бутончики. То есть наступает, близится фаза бутонизации. Ну, впрочем, это было короткое отступление. Все же у нас тема сегодняшнего видео — это продолжение выращивания качественной рассады. Хотя, на мой взгляд, она уже, в принципе, готова для высадки в почву. Но у нас немножко еще холодная почва, все-таки 30 марта сегодня на календаре. И я думаю, что дней 10 эта рассада с удовольствием еще проведет на теплом стеллаже. Здесь ей комфортнее. Корневая система, правда, уже практически заполнила рассадный стакан, он небольшой. В прошлом сезоне мы выращивали основную массу своей рассады вот в таких стаканах, а они, согласитесь, в 2 раза больше. И, конечно, в таком стакане рассаде вот этой было бы комфортнее. Но, друзья, уже смысла я не вижу проводить пересадку вот этих растений вот в такие стаканы, потому что 10 дней уже погоды не сделают. То ли в комнате вы выращиваете, то ли в рассаднике вы проводите выращивание рассады, но расстановка растений — это первое дело, что необходимо сделать. Смотрите, как привольно себя чувствуют листья, когда растения расставлены. Вообще, по науке, на 1 квадратном метре взрослой рассады томатов должно быть не больше 12 штук. Раздвижение рассадных стаканов производится по мере подрастания растений. То есть маленькие растения могут находиться более в плотном состоянии, затем чуть-чуть сомкнулись листьями, проводим следующий этап расстановки, потом еще, и таким образом все это делаем постепенно по мере подрастания рассады. Такой, казалось бы, простой агроприем, но он дает колоссальные просто результаты по сдерживанию вытягивания растений. Раннее весеннее время, солнечная активность низкая, сейчас пасмурная погода. Да, у нас рассадник со всех сторон, кроме как снизу у нас не идет свет, а так полностью идет свет, даже в пасмурную погоду. Итак, сегодня мы проводим листовую обработку всех растений, которые растут в нашем рассаднике. Цель этой обработки — улучшить развитие растений и повысить их сопротивляемость различным неблагоприятным факторам, таким как перепады температур, перепады влажности, сквозняки, поддымливание угарным газом и прочее. На самом деле стрессов, которые могут воздействовать на растения при их выращивании, очень много. И поэтому нашим растениям нужна поддержка с нашей стороны. Чем мы сегодня будем обрабатывать? Обработку будем проводить 2 препаратами. Это препараты, которые, возможно, наши зрители уже знают. Вымпел-2, антистрессант, и Оракул мультикомплекс. Это комплекс микроэлементов. Друзья, буквально пару слов, немножко подробнее. Что даст нам такое совмещенное применение вот этих 2 препаратов? Вымпел-2 — это регулятор роста растений, в составе которого много составляющих, но отдельно хочу остановиться на 3 из них. Гуминовые кислоты в особой форме, которые при применении в баковой смеси не подвергаются выпадению в осадок, то есть процессы коагуляции на них не действуют. И как можно лучше именно такой состав гуминовых кислот усваивается через листовую поверхность растений. В отличие от гуминовых кислот, если мы будем по листу работать, допустим, обычным гуматом калия, там уже эффективность листовой обработки намного будет ниже. Следующий элемент — это карбоновые кислоты. Друзья, само по себе каждое растение вырабатывает самостоятельно некоторое количество карбоновых кислот, и карбоновые кислоты отвечают в растении за процессы дыхания. Но когда на растение воздействуют стрессы, дыхание, которое естественным образом проходит в растении, растению недостаточно. Поэтому, внося дополнительное количество карбоновых кислот растению через листовую поверхность, мы усиливаем дыхание, и растение быстрее избавляется от стресса. И следующий важный момент, на котором тоже остановлюсь, друзья, это наличие в вымпеле
многоатомных спиртов. Многоатомные спирты способствуют скорейшему образованию дополнительного количества сахаров в растении, и, соответственно, растения становятся более стрессоустойчивыми. И мультикомплекс, друзья, это набор микроэлементов. Если вкратце, мы привыкли азот, фосфор, калий, и таким образом проводим подкормки. Иногда кто-то может забывать о применении микроэлементов. Друзья, но если еще провести аналогию, вот в Китае когда-то были такие пытки, когда человека начинали кормить только одним мясом, и через некоторое время человек умирал в страшных муках. Это примерно то же самое, если подкармливать наши растения только комплексом НПК. То есть только макроэлементами, и не давать ему микроэлементов. Без микроэлементов, вот один маленький пример, если в растении не будет нескольких миллиграмм железа, то сколько бы мы не вносили под корень азота, но растение никогда зеленым не станет без нескольких миллиграмм железа. В мультикомплексе Оракул весь необходимый набор микроэлементов, который позволит лучше растениям усваивать именно комплекс НПК. Мы будем разводить 2 литра, потому что рассады не очень много. Для этого я отмерил уже вот в опрыскивателе 2 литра. И, соответственно, на 2 литра я буду брать 4 миллилитра Оракул мультикомплекс. Заливаем в опрыскиватель. И, соответственно, 4 миллилитра будем разводить. Видите, какой цвет у вымпела? Это за счет наличия именно гуминовых кислот. Тоже помещаем это в опрыскиватель. Обязательно все это тщательно размешиваем, чтобы равномерно наши препараты располагались в баковой смеси. Ну и проводим, соответственно, листовую обработку. Друзья, обработку проводим буквально всех растений, которые находятся в рассаднике, потому что будет польза для всего, что у нас есть. Посмотрите, как после обработки воздушно-капельная смесь расположилась на поверхности листьев. Она как бы легкий туманчик села на листовую поверхность и будет хорошо усваиваться. Если бы проводили обработку по солнцу, то такие мелкие капельки, они очень быстро бы испарились, и воздействие препарата слишком быстро бы прекратилось на растения. То есть эффективность была бы низкая. Поэтому пасмурная погода и вот такая консистенция, именно такой размер капелек на листу и дадут нам высокую эффективность проведения обработок. И, конечно же, обрабатываем Молдова. Друзья, через 10 дней высадка вот этих растений в грунт. И, конечно же, я буду показывать, как мы будем проводить высадку. И посмотрим на то, как будут выглядеть растения на момент высадки.